Всем привет! Сегодня очень вкусный пирог с вами приготовим. А самое главное, что готовится он легко и просто. В чашу миксера разбиваю яйца. Все продукты и их количество будут указаны в описании под видео, поэтому всегда можете их там найти. К яйцам добавляю щепотку соли, обязательно немного ванилина для аромата и сразу же отправляю сюда сахар. Все это буду взбивать в пышную белую массу. Пять минут я взбивала яйца с сахаром, и посмотрите, что у меня получилось. Вот такая вот густая, пышная белая масса. Теперь здесь я уже просеяла муку заранее. Добавляю сюда разрыхлитель. Вот так. Муку смешиваю с разрыхлителем. И начинаю ее добавлять в яичную смесь в 2-3 приема. Вот так. Аккуратно все это перемешиваю лопаткой, плавными движениями сверху вниз, стараясь сохранить объем яиц. Тесто у меня готово. Теперь беру форму. У меня вот такая вот керамическая, диаметром 26 сантиметров. Если хотите, чтобы пирог у вас получился выше, тогда берите форму меньшего диаметра. Керамическую форму можно ничем не смазывать. Я ее на всякий случай дно смазала маслом и присыпала мукой. На всякий пожарный случай. Посмотрите, вот такое у меня получилось тесто. Оно очень-очень пышное, воздушное. Теперь тесто переливаем в форму для запекания и распределяем его равномерным слоем. Форму я прокручу несколько раз, чтобы тесто равномерно распределилось. Отправляю корж выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку до готовности. Готовность буду проверять деревянной палочкой. Времени терять не будем, пока выпекается корж, мы с вами приготовим очень вкусную карамель, а готовится она легко и просто. Для этого в сотейник ставим его на огонь, включаем самый маленький огонь, отправляем сюда сахар, просто сахар, без ничего, и будем его нагревать, периодически помешивая. Вот посмотрите, сахар уже начал плавиться. Нам необходимо, чтобы он полностью растворился и приобрел такой карамельный оттенок. Вот, посмотрите, сахар полностью растворился, вот такой приобрел он красивый карамельный цвет. Теперь добавляем сюда сливочное масло. Все хорошо перемешиваем до полного его растворения. Масло полностью растопилось, теперь тоненькой струйкой вливаем сливки, все перемешиваем. Сахар может снова кристаллизоваться, но это ничего страшного, в процессе нагревания сахар снова растопится и масса станет однородной. Вот так постоянно перемешиваем. Сливки жирные. Все, карамель у меня готова, получилась она однородная, посмотрите. Сейчас она вот такая вот жиденькая, мы ей дадим остыть и немного загустеть. Корж у меня тоже уже готов, выпекался он 40 минут при 180 градусах. Посмотрите, при протыкании деревянной палочкой она выходит полностью сухая. Вот, теперь дадим коржу немножко остыть. Но прежде я пройдусь вот здесь с краю, чтобы он у нас сильно не опадал. То есть, чтобы края бисквита не цеплялись как бы у нас за форму, не держались. Чтобы бисквит у нас не был сухим, мы его пропитаем. Можно пропитать его просто молоком, но я сделаю пропитку на основе сливок. На мой взгляд, получится вкуснее. Сливки у меня 10%. Я добавляю в них немножко сахара, чтобы подсластить, хорошо перемешаю. Но если вы не любите сладкое или любите менее сладкое, то сахар не добавляйте.
Корж у меня немного остыл, но он еще горячий, а сливки комнатной температуры. Теперь в корже, в бисквите делаю много-много проколов вот так вот деревянной шпажкой, чтобы он у нас очень хорошо пропитался. Ну и теперь корж поливаем нашей сливочной пропиткой. Вот так вот хорошо и быстро все впитывается. Чтобы пирог получился еще вкуснее, мы приготовим крем. Представляете, какой он будет вкусный? Хорошо пропитанный бисквит, крем, карамель. Очень вкусно. Итак, здесь у меня хорошо охлажденные сливки жирные. Начинаю их взбивать на небольших оборотах миксера. Когда сливки начнут увеличиваться в объеме, добавляю сахарную пудру. Добавляйте ее по вкусу. Я вот добавляю пару столовых ложек. И продолжаю взбивать до устойчивых пиков. Ну вот посмотрите, вот так должно получиться. Здесь нам не нужен очень плотный крем. Вот такой. Вроде пики и есть, но они не такие упругие. Вот этого будет достаточно. Теперь подготовленным кремом промазываем остывший пирог. Немного крема я оставила для украшения. Карамель у меня тоже уже остыла, слегка охладилась. И посмотрите, как она загустела. Теперь карамелью поливаем пирог и распределяем ее равномерным слоем. Вот так. Вот смотрите, карамель даже распределять, вот так возюкать не нужно. Она сама потихонечку затягивается. Я ее поливала от края вот так к центру. Видите, потихоньку она затягивается полностью. И помните, я немножко крема оставляла для украшения. Я его переложила в кондитерский мешок. И теперь делаю вот такие вот продольные полосочки сверху прямо на карамель. Примерно через 2-3 сантиметра полосочки у меня будут идти. Теперь беру деревянную палочку и буду делать перпендикулярные линии относительно наших полосочек. Надавливать не нужно, вот так аккуратно, чтобы у нас получился красивый рисунок. Также делаем отступ сантиметра 2-3 и вот таким образом по всей поверхности пирога. Ну а теперь вот эту красоту, посмотрите, как красиво получилось. Убираем в холодильник на несколько часов, ну а лучше на ночь, если у вас есть такая возможность. Не отключайтесь, обязательно разрежем и попробуем. Ну что, пирог постоял у меня ночь в холодильнике. Так долго ждать не обязательно, достаточно будет пары часов. Сейчас мы его разрежем, конечно же, попробуем. Многие меня спрашивают, как я вынимаю пирог из этой формы. Я вынимаю его кусочками. Конечно, удобнее это делать в разъемной форме. Здесь я отрезаю небольшую часть пирога, вынимаю сначала крайние кусочки, они могут повредиться, а остальные уже будут красивые. Итак, режем. Ой, посмотрите, какая нежнятина. Прям вот нож плавно идет. Красота. Мы уже съели один кусок, но я, конечно, попробую вместе с вами. Не передать словами, насколько вкусный пирог. Я могу сказать вот 100%, что это самый вкусный пирог из тех, которые я когда-либо готовила и когда-либо пробовала. Сочный, отлично пропитанный, влажный бисквит. Вот эта вот верхняя часть карамельная. Вот так вот все в сочетании. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Ставьте лайк, если понравится. Я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Всем приятного чаепития. Пока!